Дима, я же тебе сказала, сходить в магазин и список дала. А ты что купил? Я купил то, что хочу. Остальное– твои обязанности. Он смотрел на нее глубокими карими глазами в пушистых ресницах и белозубо улыбался. Надя вздохнула, повязала фартук и пошла на кухню. С Димой она познакомилась случайно, и он почти сразу переехал к ней. Надя долго не верила такому счастью. Молодой, привлекательный, работает, и младше ее на 7 лет. Ему 27, ей почти 35, и у нее есть дочка Вера. Как иногда про таких говорят, немолодая разведенка с прицепом. Об истинных причинах столь поспешного переезда парня к ней она старалась не думать. Они вообще не касались этой темы. Оба старательно делали вид, что им хорошо вместе, а по ночам было действительно хорошо. Подруга расцвела. Поделись секретом. Завидовала ей Марина. Но когда она увидела Диму, то сделала свои выводы и тут же предложила Наде выгнать нахлебника. А Дима действительно фактически оказался нахлебником. Денег на хозяйство и питание он давал строго 10 тысяч в месяц. Сам же дома сидел в интернете и смотрел телевизор. Иногда возвращался поздно, иногда не ночевал. Разве что мамы не называл. Надя вела все хозяйство, готовила, убирала, стирала, занималась дочкой, а еще и работала. Муж, точнее жених, бросил ее беременную. Ей пришлось выживать, и теперь, вспоминая те времена, она радовалась тому, что есть. Ведь тогда и голод был, и безденежье. Помогла подруга, да и родители присылали немного денег. И жизнь начала налаживаться. Когда Верочку взяли в ясли, и Надя вышла на работу, то вздохнула с облегчением. Веру Дима игнорировал. «Не мельтеши, мелкая», единственное, что говорил он ей. Со своими родителями, с которыми парень жил раньше, он ее не знакомил. Всегда находилось 1000 причин, чтобы этого не делать. А на робкую просьбу Нади съездить к ее матери в область ответил категорическим отказом. «Мне твоей дочери хватает. Я пока не готов». Она мыла посуду на кухне, смотрела на пустую коробку из-под пиццы. Дима все съел сам, ей кусочка не оставил. Навернулись слезы. Вспомнилось многое из их совместной жизни. «Дима, Вере нужно другое питание. Купил бы йогуртов. Может, снова в магазин сходишь?» Нервно начала Надя. Вера, взяв яблоко, ушла в свою комнату. Она не капризничала, взрослым не докучала. Идеальный ребенок, завистливо вздыхали знакомые и тут же рассказывали о своих несносных детках. Надя все чаще думала об этом, ведь девочка 6 лет должна, наверное, капризничать. Это нормально. А Вера была слишком спокойная, не устраивала капризов по поводу одежды, игрушек, еды. Всегда просила что-то тихо, и если отказывали, то с отказом не боролась. «Ты мне сцену устраиваешь?» Пришел на кухню Дима. «Мы вроде договорились, чтобы без бабских истерик». Он настороженно смотрел на Надю. «Какие сцены? Ты мне даешь 10 тысяч в месяц. Купил себе пиццу, мне не оставил ни кусочка. Мог бы ребенку что-то купить». «Это твоя дочь. При чем тут я?» «Как это? Но ты здесь живешь уже год». Надя почувствовала комок в горле. «Если ей надо, ты и покупай. Извини, но содержать чужого ребенка я не собираюсь. Сначала йогурты, а дальше что? Одежда, планшеты и все такое. Она мне кто? Ей отец родной не помогает. Сама говорила, кинул тебя. Ни алиментов, ничего. А тут такой добрый дядя нашелся, на которого ты свою дочь повесить хочешь. Может, ты ей скажешь еще меня папой называть? Нам с тобой хорошо, и мне этого достаточно». «Дима, ты сейчас серьезно?» Она почувствовала, что силы оставили ее. «Надя, ты уже не молода.
Тебе надо жизнь свою устраивать. У тебя мать в области, у нее свой дом. Вот и отдай ей Верку». «Отдать? Да ты в своем уме? Как котенка? Ты здесь живешь и должен нести расходы». «Должен? Да я ничего тебе не должен. От кого рожала, тому требования и выдвигай. Говорили мне ребята, не связывайся, посмотри на себя, разведенка не первой свежести с прицепом. Такие никому не нужны, должна сама понимать. Радуйся, что я с тобой живу. Что ты на меня так смотришь? Молодых и ранних полно. Пальцем щелкну, прибегут, потому что вас полно, а мужчин мало, и мы в любом возрасте найдем себе пару. А ты хорошо подумай». На следующий день Надя не пошла на работу. Благо, отгулов у нее накопилось много, и взять один из них не составило труда. Отвела дочку в садик, сидела на кухне и думала, а потом собрала вещи Димы в 2 сумки и выставила их в прихожую. Хватит, наигралась, надо о себе подумать, да и дочка не должна все это видеть. Дима только хмыкнул, увидев вечером в коридоре сумки, взял их и ушел. Год вместе жили, а он вот так легко даже не сказал ничего. Она сидела за столом, дочка смотрела мультики, было тихо. Надя еле сдерживалась, чтобы не завыть, и тут раздался звонок в дверь. «Дима, неужели вернулся, любимый мой?» На пороге стоял незнакомый мужчина в тапочках и тренировочном костюме. «Дамочка, вы нас заливаете». Надя бросилась на кухню. Действительно, в шкафчике под раковиной стояла лужа. «Я не знаю, что делать. Уже поздно. Кого я сейчас найду?» Мужчина недовольно посмотрел на нее. «Эх, молодежь, а муж где?» «Ушел», — всхлипнула Надя. «Сейчас схожу за инструментом и все сделаю». Антон быстро управился, от чая и бутылки отказался, только опять недовольно посмотрел на нее. «Не знаю, как вас отблагодарить. Завтра пирог испеку. Можно вам принести?» «Можно». Дверь ей открыл худенький паренек лет 10. «Дедушка дома? Позови». Мальчик удивленно посмотрел на нее. «Пап, тут какая-то тетя». «Надюша, заходи». Навстречу ей вышел интересный моложавый мужчина. Надя ахнула. Вчера он ей показался дедом. «Дочку что не взяла с собой?» «Сейчас вернусь», – пролепетала Надя и попятилась. Дома она быстро переоделась и подкрасилась. У соседа был накрыт стол. «Угощайтесь. Витя, ухаживай за гостями». Надя удивилась угощению. На столе были голубцы, салаты, нарезка. «Это ваша жена готовила?» «Бабуля», — серьезно ответил Витя. «Да, бабуля нас балует. Витя любимый внук. Да он и сам все уже умеет, самостоятельный, 10 лет уже. И котлеты разогреет, и салат настрогает. Дома все делает, когда я на работе. И уроки успевает. Жена, наверное, отдыхает с таким мужем и сыном». «Нет жены. Никогда не болела, а сразу угасла. Молодая была. Вите только 7 лет было». Помолчав, ответил Антон. «Встретите еще свое счастье», — зачем-то сказала она. «Вряд ли. Девушкам красавцы с деньгами нужны, а нам и так нормально. Привыкли уже. Человек ко всему привыкает, даже к одиночеству, а нас 2. «И нас 2», — ляпнула Надя и покраснела. Ей было хорошо в этом доме. Давно она себя не чувствовала так спокойно. «Вы еще молодая, да еще и красавица такая. Найдете свою пару». Дома Надя лежала на диване. О Диме она не вспоминала. Антон, вот это настоящий человек. С таким можно создать семью. И квартиры у них рядом. Диму Надя занесла в черный список в телефоне и промечтала всю ночь. Надо,
чтобы мужчина нас обеих любил, защищал, оберегал, заботился. И почему ребенок – это прицеп? Это маленький, самый любимый человечек. Спустя неделю, выходя с Верой из магазина с пакетами, Надя услышала свое имя. Это был Антон. «Привет, соседки! Помогу? Я на машине». Там уже сидел Витя. Он тут же стал рассказывать, как они ездили с бабулей на дачу, пекли картошку на костре. «Я тоже так хочу!» Вдруг захныкала Вера. Надя удивленно посмотрела на нее. Любимая доченька оживала на глазах. Они сидели с Витей на заднем сиденье и что-то оживленно обсуждали. «А что, Надя, поехали в выходные на шашлыки?» «Да, мам, поехали!» – раздался дочкин голос с заднего сиденья. «А почему и нет? Мы так давно никуда не выезжали!» Эти выходные очень ждали и Надя, и Верочка. Они выбирали себе наряды, смотрели рецепты овощных интересных салатов к мясу. Не с пустыми же руками ехать. А еще и очень переживали. Точнее, переживала Надя. Ведь там будет и мама Антона. Как она отнесется к тому, что он привез ее и дочку? Антон постучал аккуратно в дверь. «Вера, поспеши!» Раздалось из-за двери, и она распахнулась. На пороге стояла Надя в легком платье почти до пола и улыбалась. Следом подбежала Вера с рюкзаком, из которого выглядывали игрушки. Перехватив взгляд Антона, Надя сказала: «Ну не может она не вынести полдома», и оба рассмеялись. На даче их дружную компанию встретила женщина, которую и не поворачивался язык назвать бабушкой. На вид ей было лет 55. «Мама у меня всегда моложе своего возраста выглядела», поняв мысли Нади, сказал Антон. Витя выбежал навстречу женщине. «Бабушка, а мы с гостями. Сейчас я тебя со всеми познакомлю. Это Вера, мы с ней друзья. А это тетя Надя, она папин друг и мой». После этих слов Надя покраснела, а женщина улыбнулась. «Добро пожаловать, девочки. А я Раиса Петровна». Потом посмотрела на Веру и добавила: «А ты можешь меня называть бабушка Рая». Суббота прошла просто замечательно. Никому не хотелось уезжать. Так здесь было хорошо. И Раиса Петровна предложила остаться на даче. Домик небольшой, но есть еще палатка. Антон и Надя сидели в саду и смотрели на звезды. Конечно же, дети выбрали себе палатку, но одних их оставлять было нельзя. Поэтому Антон приготовил для себя спальник. Надя уже собиралась пойти в дом, как он взял ее за руку. «Наденька, а вы с Верочкой сходите с нами погулять вечером в понедельник?» Надя улыбнулась и согласно закивала головой. Раиса Петровна сразу заметила, как ее сын и Надя смотрят друг на друга, и была рада и за сына, и за внука. А через полгода Антон и Надя поженились. Надя сидела на кухне и пила чай с Мариной. «Марин, я наконец-то почувствовала себя любимой. Нашла семью по соседству, а ведь они тут жили уже 3 года. Давно надо было Димку выгнать». Улыбалась чему-то своему Марина. И они засмеялись, ведь еще надо было и соседа затопить. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.